Привет, народ. И начать сегодня придется не с очень приятного известия. Вчера ушел из жизни один из наших духовных товарищей, Джефф Ниблет. Чтобы прояснить для русскоязычной аудитории, кто это, он был администратором иностранной фанатской группы и, конечно же, преданным поклонником Дианы. Он активно участвовал в творческой деятельности, посвященной Диане, и вместе с коллегами оказывал всяческую поддержку. Последнее время он провел в больнице, но при этом всегда был позитивен, никогда не отчаивался и не сдавался, и посылал оптимистичные сообщения. Мало кто знает, но Диана даже недавно записывала видео в его поддержку. К сожалению, судьба распорядилась так, как распорядилась. Все, кто его знал, запомнят его как замечательного человека. Светлая ему память. Но жизнь продолжает идти дальше, и сегодня Диана споет по-настоящему важную песню не только для себя, но и для всего мира. Песня из категории рок-хит. Песня Ольги Кормухиной. Песня, которую Диана уже когда-то пела. Путь. Ажиотаж, посвященный этому выпуску, начался еще в начале недели, во время анонса. И учитывая, что в соцсетях даже сама Ольга Кормухина призвала болеть за Диану, у меня не остается никаких сомнений, что сейчас будет просто бомба. Сочетание цветов, кстати, отменная просто. Гармоничная. Одинокая звезда в небесах к себе манит, а уставшая душа. За прошедшее время на проекте были абсолютно разные песни. Разные по настроению, разные по содержанию. И если вы заметили, все они организаторами были взяты не просто так. На этой передаче вообще не бывает ничего просто так. В отношении любого участника. С каждым днем сильней болит. День прожить, чтобы опять ночью просто не уснуть. Больше нечего терять. Вдруг поняв простую суть. Спетые ранее песни всегда соответствовали Диане, поднимали либо важные лично для нее темы, либо ставили ее в такие условия, где она была наратором, озвучивающим определенные проблемы или описывающим чью-то человеческую судьбу через призму своей личности, так, как Диана это умеет. Короче, эти песни были отражением самой Дианы в том или ином виде. Эта композиция не стала исключением, мягко говоря. Высокие ноты, да ладно. Вдруг услышишь голоса. Вообще неожиданно. Хватит еще чуть-чуть. Диана интересна публике. Публика обсуждает голос Дианы, обсуждает другие ее таланты и достоинства, обсуждает Дианины возможности, обсуждает ее действия, пытается предсказать, что она преподнесет в следующую минуту. Гадают на кофейной гуще. Если объединить все это вместе, можно сделать вывод. Больше всего публику волнует вопрос ее пути. Мы тебе укажем путь. Потерпи еще чуть-чуть. Мы тебе укажем путь.
И именно сейчас, во время ее участия на этом проекте, когда у Дианы наступило совершеннолетие, когда она прикоснулась к настоящей оболочке музыкальной индустрии, этот вопрос становится и для нее первоочередным. Каков же есть этот путь? Каков же он будет в дальнейшем? На чем основывался ее путь раньше, я могу озвучить, даже не задумываясь. Это ответственность, это целеустремленность, это оптимизм, это бесстрашие к неизвестности, которая ждет впереди. Это любящие люди, которые в нужный момент всегда оказывались рядом. И это не что-то сверхъестественное. Это универсальный набор для любого человека, который хочет достигать как можно больших высот. Потерпи еще чуть-чуть, мы тебе укажем путь. Потерпи еще чуть-чуть, мы тебе укажем путь. Начиная каждый новый творческий этап, требуется вдумчивая оценка ситуации, переосмысление своих возможностей. И если ты решительно собрался двигаться вверх, к сияющей на небе звезде, с каждым разом будут требоваться все новые и новые резервы. Откуда их брать? Бросаясь в темный неизведанный омут, туда, где у тебя до этого не было никакого опыта, дабы получить и его, и новые знания об окружающем мире. Что и дает Диане этот проект на данном жизненном этапе, предоставляя ей диаметрально противоположные образы, разные жанры, обстановку, порой даже бросаясь в крайность. Мурашище. У нее слезы на глазах. Песня «Путь» — это демонстрация того, как успела набить руку Диана за свои 13 лет занятий любимым делом. Крайне сложным при этом. Вы видите все сами. Это, пожалуй, лучшее ее выступление, которое ставит твердую точку в конце очередной главы повести об удивительной девочке Дианы. Символично, что оно пришлось как раз к моменту наступления экватора шоу «Must Go On». Это как вообще? Что это? Почему это так бомбически? Скажите мне, пожалуйста. Что за мощь? Что за... Вот это я называю истинный Диана-стиль. Народ, я сейчас увидел очередной шедевр только что. Качества, которыми обладала Диана, с течением времени неумолимо росли. Они приумножаются и до сих пор. Это и привело к результату, который вы видите сейчас на своих экранах. Однако, наблюдая за Дианой, порой кажется, что в ее пути присутствует не только человеческий фактор, но еще и какие-то неведомые внешние силы помогают ей показывать вот нечто такое. Идти по тому пути, по которому она идет. Диана — интересная личность. Диана — уникальная личность. И именно поэтому познание глубинных уголков ее души, ее вселенной, очерченной буквой «Д», это очень интересное и на самом деле важное занятие. Пути ее познания два. Завораживать может не только ее певческий глубинный голос. Всегда интересно читать и слушать ее высказывания и умозаключения из обычной жизни. Она умеет выражаться грамотно, кратко, лаконично. Она обладает потрясающей речью, и она справлялась с этой задачей
даже тогда, когда еще была совсем маленькой. Так что первый путь — читать ее интервью. В последнее время она дает их очень много. В них она отвечает на очень большое число вопросов, интересующих публику, делится своими мечтами и желаниями. Я советую ознакомиться вам со всеми до единого. Второй же путь, он чуть более оригинальный, через ее творчество. Песнями, которые она поет, она будто рассказывает собственную биографию, приоткрывая то одну страничку своей одаренной души, то другую, проливая свет на свою таинственную личность. Недаром же каждую песню она буквально делает своей, проживая ее от и до. Но в отличие от сухого текста, в песнях это все еще обернуто в красивую, стильную, а главное, очаровывающую сознание упаковку. Песни — это один из ретрансляторов обычных слов в форме искусства. И Диана — это мастерский искусствовед. Несмотря на то, что я часто возвращаюсь к этой теме, народ, я честно не знаю, каким в итоге окажется путь Дианы. Особым, не особым. Я точно знаю, что он будет классным, ярким, запоминающимся и самым светлым из всех, что только может быть. Да и люди, нам ли с вами не все равно? Давайте просто слушать и наслаждаться тем, что преподносит нам Диана. Это и есть ее истинный путь — дарить нам эмоции и делиться своей душой, в какой угодно форме. То, что сказала Ольга Кормухина в этом выпуске, я не знаю, посмотрите ли вы это видео каким-то образом. Я писал под вашим постом, но большое вам уважение и спасибо за те слова, которые вы произнесли в адрес Дианы. Большое человеческое спасибо. Мне кажется, это самый лучший и самый важный выпуск для Дианы из всех, что был. И, возможно, будет. Кто знает, что принесет нам будущее. Народ, переходите на официальный канал Дианы, набирайте там просмотров, оставляйте комментарии, присоединяйтесь к сообществу Дианомании ВКонтакте. Делайте все, что нужно. Не мне же, как говорится, вас учить. Ждем через неделю 6-й выпуск шоу Мозгуона. Что там будет, одному Богу известно. Но я, даже не являясь никаким божеством, уверен, что он точно нас удивит, как и все выступления Дианы на этом проекте. Вроде бы это все, что я хотел сегодня сказать. Давайте, народ. Удачи и пока.